Всем привет! С вами снова Жека, а это мой родной город Мариуполь. Сегодня мы поговорим о том, как быть счастливым не только в Мариуполе, но и в любом другом маленьком городе. И не волнуйся, если ты живешь в большом городе, то некоторые советы будут применимы и для тебя. Хоть в Мариуполе население больше 500 000, я все равно считаю свой город маленьким, наверное, потому что когда у нас 10 машин на светофоре, то это уже считается пробка. Сегодня будем обсуждать сразу два компонента счастья. Это отношения с окружающими и любовь. И это видео будет немного необычного формата, и в первой части мы поговорим о том, как быть счастливым в маленьком городе. А во второй части видео мы сходим в гости к одному очень интересному человеку и поговорим о том, почему в Мариуполе жить хорошо. Любовь к людям и к окружающей среде, в которой ты находишься, является незаменимым компонентом счастья, так же, как и отношения с окружающими. Ну что, давайте переходить к основной части, поехали! На самом деле быть счастливым в маленьком городе намного проще, чем в мегаполисе. Я знаю, о чем я говорю, я жил много лет в Москве и в Киеве. И да, там много возможностей для карьеры, развлечений, но с другой стороны ритм жизни настолько высокий, что многие люди не выходят из состояния стресса. В маленьких городах, таких как Мариуполь, жизнь течет вялой струйкой, и ритм жизни намного спокойнее и при этом намного меньше стресса. Когда живешь в маленьком городе, за день можно встретить очень много знакомых. И когда захочешь, можешь пойти в гости к другу, который живет по соседству, либо к друзьям сходить на работу. А в больших городах такой сплоченности совсем нет, и люди даже не знают своих соседей. А чтобы встретиться с друзьями, нужно ехать в другой конец города по пробкам, и при этом нужно договариваться за неделю о встрече. Я заметил такую тенденцию: чем меньше населенный пункт, тем более дружно люди живут. А самое масштабное исследование счастья показало, чем больше крепких и дружных отношений, тем счастливее наша жизнь. Кроме этого, в маленьких городах намного ниже конкуренция, чем, например, в мегаполисах. Поэтому у нас открывается намного больше возможностей. И многие люди пытаются уехать в столицу в поисках счастья, но на самом деле наше счастье находится внутри нас, не снаружи. Если мы несчастны в маленьком городе, то мы будем несчастны и в большом, потому что наше счастье состоит из 10%, что вокруг нас происходит, и из 90% то, как мы к этому относимся. Поэтому, чтобы стать счастливым в Мариуполе или в любом другом городе, вот тебе 3 совета. Первое. Задай себе вопрос: как я могу сделать счастливее свой город и людей, которые в нем живут? Самый быстрый способ стать счастливым – это сделать своего ближнего счастливым. Мы настолько сфокусированы на собственном счастье, что даже не пытаемся сделать счастливее окружающих. Но на самом деле, если мы будем пытаться делать людей счастливее, то мы сами будем становиться счастливее. Второе. Начни получать удовольствие от создания, а не от потребления. Научные исследования показывают, что счастье от потребления – это мимолетный всплеск допамина, который вызывает зависимость. Настоящее счастье в том, чтобы создавать, я бы даже сказал, творить при помощи своих природных талантов. И третий совет – начать сотрудничать с единомышленниками, а не соперничать с конкурентами. Если ты не знаешь, как найти таких людей, то создай кружок или клуб по таким интересам. В каждом городе есть люди, которые хотят с тобой встретиться. Они просто не знают, куда идти. А я знаю, куда я сейчас пойду. Я пойду в гости к своему другу, с которым у нас не один общий интерес. И мы вместе попытаемся сделать вас немножко счастливее. Хоть на несколько минут. Пойдем. Ой, всем здорово, с вами Юра Цыган. Сейчас чутка побазарим с вами. Юра, я, конечно, понимаю, что это твой диван, но я тут ведущий, это мой канал. Как вы уже поняли, это Юра Цыган, мой друг. Я, правда, сам не могу понять, что происходит сейчас. Сегодня мы будем обсуждать, почему в Мариуполе жить хорошо. Ага. Подожди, Юра, вообще, ты из Мариуполя или нет? Нет. Откуда? Братска, с России, с Сибири, там, где медведи, балалайки и одноколесные велосипеды. Ну, там, где нельзя есть желтый снег, понял? По-моему, желтый снег нельзя, нигде нельзя есть. Чем мне раньше об этом не сказали? Здесь я хорош. Ну хорошо, а расскажи, пожалуйста, тебе нравится жить в Мариуполе вообще? Когда зарплату получу, и всегда нравится. А когда конец месяца? Вот тогда, ты знаешь, все становится каким-то унылым, серым, и мне сразу хочется съесть пирожное домино. И хочется уехать в Россию к медведям, да? В тандеме сыграть на балагах. Да, в принципе, нравится Мариуполе, почему нет? Здесь очень много красивых кисюнок. То есть ты специалист по котам? По кискам.
Так а вот чем тебе конкретно нравится Мариуполь? Если быть откровенным, наверное, как я уже упомянул, в основном только девками. То есть, если бы здесь не было красивых девушек, ты бы уехал. Ну, в последнее время фонтаны тоже стали меня радовать, потому что у меня дома нету часто, у меня не то, что часто, у меня нету дома воды. Там всегда приятнее ополоснуться, потому что на тебя все глазеют. То есть девки и фонтаны, это твои два причины? Чебуреки. Ой, чебуреки. Братан, вот чебуреки здесь, ну реальная песня. Вот я здесь даже вот в Волноваху выезжаешь, ну не то уже, понимаешь? А здесь именно вот сочный, вкусный, как положено, понимаешь? Где бы ты жил, вот скажи, пожалуйста, в Лос-Анджелесе или в Мариуполе? Ну, это довольно интересный вопрос, но очень спорный, понимаешь? Они практически города похожи между собой. Если вот быть откровенным, вот мне прям пооткровенничать захотелось. Для меня мегаполис сложный город в плане, чем больше народу, тем город холоднее, да, и в плане холоднее не по воздуху, а в плане взаимодействия с социумом, понимаешь? Да. Допустим, в очереди ты будешь стоять, с кем ты захочешь поговорить, на тебя посмотрят там как на идиота, я имею в виду в Лос-Анджелесе. А в Мариуполе на тебя посмотрят как на идиота, но все равно продолжат говорить. А это большой плюс. А вот ты говорил, тебе в мегаполисах не нравится жить. А тебе нравится жить в таком маленьком городе, как Мариуполь? А тут есть свой минус маленький, потому что как в общаге, когда с кем-нибудь с одной девчухой лежишь в постель, то сразу будет знать вся общага. Поэтому в Мариуполе все, в принципе, то же самое. Поэтому соседи на Новоселовске до сих пор меня ненавидят. За что, рассказать, к сожалению, не могу. А скажи-ка мне, мой друг, чем тебя так манит Мариуполь? Ой, если честно, мне тут много что нравится. Мне нравится то, что он очень маленький, тем, что центр можно обойти за полчаса. А еще мне очень нравится мариупольский менталитет. И я вообще не шучу, потому что я много где пожил, и особенно в Европе, когда люди что-то говорят, они это не имеют в виду. А в Мариуполе, если тебе сказали, если тебя послали, то они тебе это имеют в виду. А, то есть в Европе, если тебе скажут пошел нахуй, это еще не говорит о том, что он тебя послал. Ты можешь дальше сидеть у него на руках. У них ситуация другая. Они скажут тебе спасибо, и мне было очень приятно, хотя на самом деле будет думать. То есть лицемерие присутствует, Да, я да. понял. А в Мариуполе никто никогда не будет скрывать, что он к тебе чувствует. Это очень, на самом деле, неплохой аргумент. А что ты скажешь по поводу наших дорог мариупольских? Если у тебя простата, то ты вылечишь ее по-любому. Причем на чем бы ты ни ехал. Ну, я не рекомендую, конечно, никому ездить на велике без седла по нашим дорогам, потому что это может оказаться чревато очень плохими последствиями. Ну, в целом, вот что ты думаешь по поводу нашего мэра, вот если твое отношение? Я нормально, ну, во-первых, он мне занял 200 гривен на днях, поэтому плохо, Отличный да, человек. пока не отдам, пока не могу плохого ничего сказать. А подскажи, пожалуйста, а что бы ты сделал в Мариуполе, если бы ты стал мэром? Этот вопрос, наверное, ну, настолько и прикольный, и знаешь, как первое, публичные дома. Второе, причем публичные дома школьникам скидка. Второе, пиво только по акции, все время. Только на Новый год можно убрать акцию. Убрать акцию, Да. понял. Нудистский пляж побольше. И только чтобы нудистами выступали в качестве девушки. И симпатичный, Да. качественно будет. Закрыл телевидение бы. И еще бы я сделал в первую очередь то, что если бы когда я стал мэром, что больше бы никто не мне стал. Вот такой бы закон бы Ты принял. пожизненный мэр Да, Мариуполя. все, да. А я теперь знаю, за кого я точно голосовать не буду. А вот ты же цыган, да? А что ты цыган? Мне мать об этом, кстати, не рассказывала. Почему. Цыган, ну это все очень просто, фамилия. Это еще погоняло у меня с детства было. Плюс еще известью торговал. А я на самом деле тоже цыган. Мне кажется, что цыганям везде жить хорошо. Точно! Я тоже Это однозначно, я с тобой согласен полностью. Друзья, у Юры Цыгана тоже есть свой YouTube-канал, который называется «На все воля Бложья». Если вы хотите посмотреть новости на позитиве, то смотрите его канал, ссылка вот здесь, но никак не телевизор. Иначе я вас всех потом найду. Я предлагаю это нелегкое дело облагоразумить. Пивом. Стой, какое пиво? Вот. Я так понимаю, тут самогонка, да? такая? Да, это протеиновый коктейль. Переходим на спортивное питание. Ну давай, братец. У меня такого вы не увидите. Жахнем. Какая удивительно четкая делюга. А что это такое вкусное, скажи мне? Это соленый карамель на миндальном молоке. Что, миндаль доел? А ты знаешь, Юра, я когда смотрю твои видео, честно, после просмотра у меня поднимается настроение, я становлюсь немного счастливее.
Ё-моё, ну для меня это высшая похвала. Сегодня же выкину свой старый самовар из-за этого. Причем, братья, знаешь, последние несколько твоих видосов, которые я посмотрел, ну вот, насколько я вообще пятикантроп, ну я для себя много что открыл. Особенно мне понравились с тестами вот эти все штуки. Мне это забавляет. Так что почаще такие штуки. Получается, у меня канал The Happiness Project, я помогаю людям становиться счастливее. Ты на своем канале пытаешься развеселить людей и преподнести новости в самом позитивном формате. Мы с тобой выполняем одну и ту же миссию. Что немало важно в наше время, понимаешь? Побольше бы таких людей, которые делают свой город счастливее. Однозначно. Спасибо, что пригласил в гости. Пожалуйста, братец, ну ты же понимаешь, что стол сам не уберется. Ну да, хорошо. Пойду убирать стол. Я очень надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, не забудь поставить лайк и подписаться. И в каком бы городе или селе ты ни жил, там есть очень много людей, у которых есть такие же интересы, как и у тебя. Поэтому для того, чтобы быть счастливыми, знакомьтесь, объединяйтесь и развивайтесь вместе. Создавайте что-нибудь или просто получайте удовольствие от общения. Как бы это грубо ни звучало, мы люди стадные существа, и чем больше вокруг нас единомышленников, тем лучше мы себя чувствуем. И закончить хотелось бы фразой великого и мудрого кота Леопольда: ребята, давайте жить дружно. И совсем не важно, кто какой расы или веры, на каком языке говорит или за какую партию голосовал. У нас, у людей, намного больше общего, чем различий. И мы сможем быть сильнее только тогда, когда будем объединяться и помогать друг другу. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока.